Сегодня мы разберем 363 главу манги Черного Клевера. Антагонист все еще уверенно движется к своей цели на пути к созданию нового идеального мира. Он даже не считает столь важным то, что все персонажи стали намного сильнее после непосредственного влияния на них главного героя. Все это кажется ему ничтожным в сопоставлении с его идеальным планом. Ведь если и появляются какие-то недочеты, тогда он сразу их и устраняет. Но вот что Люциус будет делать с тем фактом, что Аста жив? Ибо новая глава лишь только подтверждает неведение антагониста, что странно, ведь он потерял целых 3 паладина. Неужели ему не показалось это странным? В таком случае, Люций, ожидай скорое возвращение Асты, и тогда увидим, как ты заговоришь. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 363 глава манги Черного Клевера, переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Изначально глава нас встречает небольшим разговором антагониста с Гринбериалом, где Люциус сказал, что Юна слишком привязан к Асте. Но даже если бы этот парень и был жив, то он все равно бы не смог прийти на поле боя в королевство Клевер, говоря, что он лично позаботился об этом вопросе. Однако эти слова лишь только подтверждают то, что антагонист все еще не знает судьбы главного героя, а фраза «если бы он и был бы жив» показывает уверенность противников в смерти Астера, ибо он самолично прикончил его своими руками, после чего паладин в лице Лили отправила его хрен знает куда, чтобы тот не смог получить никакого лечения. Но опять же, Люциус смог нанести пареньку еще больше урон, чтобы наверняка добить своего оппонента, и он все равно бы успел уйти до прихода черных быков, если тогда злодей еще не был готов к полноценному сражению. Тогда же, если бы оно и было, у него ведь есть дубликаты собственных тел, а значит и лишиться одного из них для него не было бы такой уж и трагедией. Также Люций лишился целых 3 паладинов, и никакой реакции на этот счет мы так от него и не увидели, а значит можно начинать утверждать, что у антагониста нету связи с паладинами и он не может отслеживать их действия в реальном времени. И тогда получается их отсутствие антагонист считает небольшой задержкой, так как страна Хина находится очень далеко от материка. Хотя это просто смешно, ведь Лили теперь владеет пространственной магией. Так что я надеюсь, что Люций наконец-то хоть что-то скажет по этому поводу, ибо излишняя уверенность может ему только навредить, поскольку в итоге он сможет неожиданно получить экспресс-посылку от доставки черных быков в виде Асты. Кстати, если вы еще не смотрели фильм по Черному Клеверу «Меч Короля Магов» и не знаете, где посмотреть, тогда предлагаю посмотреть его на сайте Anizon, где вы сможете лицезреть сей тайтл не просто в отличном качестве, но еще и с большим выбором озвучек. Так сказать, выбирай, что уху приятнее. На сайте собрано также и множество других аниме, так что переходи на Anizon и смотри тайтлы в свое удовольствие. Далее действие переносится в Ведьмин лес, где против появившихся противников ведьмы активировали сразу целых 3 голема, которые одновременно атаковали вторгшихся пешек Люциуса. Однако Дамнатио, используя магию весов, заклинание «Доминирующий масштаб», полностью нивелировав направленную на него атаку, говоря, что перед равновесием в облике Святого Рыцаря абсолютно любая магия склонится в его сторону. И это действительно поражает, ибо во времена, когда он был еще человеком, Дамнатио мог только лишь уменьшить заклинания оппонентов, делая их влияние просто мизерным. А тут, по словам ведьм, он полностью уничтожил их магическую атаку. И это именно то, что я говорил в прошлом ролике по 362 главе Черного Клевера. Сражаться с этим противником будет очень сложно, и здесь придется идти на всяческие ухищрения, атакуя паладина таким образом, чтобы его способность аннулировать заклинания не помешала магам победить прихвостня Люциуса. Целью же Дамнатио
Дамнатио было центральное древо леса, поместье королевы ведьм, которое намеревалось нарушить идеальный, праведный и упорядоченный мир владыки Люциуса. Вылизыванием своего господина занимался также и Фауст Морген, который во время поединка с Ями говорил, что Люциус сам лицезрел истинный путь к праведному миру, и даже те коварные ходы в ведьмином лесу, подразумевая под этим то, что они намереваются сделать что-то, что может помешать его планам. Но опять же, никакой конкретики и ни слова об Асте. Вот это уверенность. Предсказания будущего Люциуса частично были неверными, а антагонист такой: да похер, я все равно круче и сильнее вас. Сам же Морген предлагал Кэпу черных быков умереть и переродиться, чтобы после они могли вместе защищать эту страну, как в старые добрые времена аквамаринового оленя. Однако Ями отказал своему старому другу, ведь их капитаном был Юлиус, а не Люциус. Да и к тому же у него был собственный отряд черных быков. И ведь именно Морген в прошлом выделил в Яме отличительную черту, то что у него был проницательный взгляд на людей, и то что с такими качествами он отлично подошел бы на роль капитана рыцарского ордена, что собственно и повлекло за собой после смерти брата Нахта создание Кэпом собственного отряда, так что они никак не смогут больше выполнять поручения вместе, как в старые добрые. Но вот что меня беспокоит, так это то, что Сукихира выглядел побитым в стычке с Моргеном. Видимо, ему все еще сложно направить свою катану на хоть и умершего, и больше не прежнего, но все-таки Моргена. Однако я надеюсь, что продлится это недолго, и все больше сказанные слова ереси паладина окончательно дадут ему понять, что стоящий перед ним противник больше не был его другом, пусть даже он и обладал его воспоминаниями. В это же время в ведьмином лесу Дамнатио добрался к центральному древу и, соединив магические лучи ангелов, намеревался одной атакой уничтожить поместье королевы ведьм. Вот только она не достигла своей цели, поскольку, попав в магию ловушек, этот луч был поглощен и возвращен обратно создателю в двухкратном размере. И да, на поле боя показались черные быки, которые не стали сидеть сложа руки, пока противник намеревался уничтожить их, возможно, единственную надежду быстро вернуть Асту обратно в королевство Клевер. Говоря, что дальше этого места они ни за что не пропустят ангела осуждения. На что Дамнатио ответил, что эти глупцы, поддавшиеся дьяволу, являются лишь очередной преградой у него на пути. С его уст подобные слова было очень смешно слышать, ибо все паладины без исключения используют силу дьявола, хоть и ее очищенную версию. Даже сам Люциус тоже юзает ее, но сути как таковой это не меняет. Что же, намечается долгожданное противостояние черных быков против ангела осуждения. И мне прям очень интересно, как же они будут сражаться с этим противником, который может полностью уничтожить вражеское заклинание. Надеюсь, что аномальный отряд достигнул новых высот за этот год и несколько месяцев. Плюс теперь они еще сражаются вместе со своим вице-капитаном впервые за все это время. И что-то мне подсказывает, что как раз в этом бою в скором времени и появится Аста, ибо Финрал и три величайшие ведьмы этого поколения, Дороти, Ванесса и королева ведьм, все еще заняты запуском заклинания Врат Судьбы. И пока черные быки будут противостоять Дамнатио и наконец-то пропишут ему люлей за то, что тогда он совершенно ни за что вынес приговор Асте, а после его прихода Гагашка и сам сыпет ему по первое число. Ну, конечно, жалко, ведь если королева ведьм занята возвращением Астра, тогда нам, возможно, и не удастся лицезреть ее способностей. Хотя не будем гадать и посмотрим, что же нам покажет Табата в следующей главе. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.